Когда умер его верный хозяин, конь по кличке Геркулес не позволил отвести себя на могилу. Когда они открыли гроб, то были в ужасе от того, что увидели. Это было весенним утром на ферме в сельской местности. Солнце всходило и начинало светать, воздух был свежим, а природа, казалось, была полна жизни. Джозеф, 73-летний мужчина, проснулся, как обычно, рано и направился к амбару, где его с нетерпением ждал Геркулес. Когда конь увидел его, он сразу же заржал и начал постукивать копытами по земле, как будто говоря: «Привет, мой друг». Джентльмен погладил его по шее и сказал с улыбкой на лице: «Доброе утро, приятель. Пойдем прогуляемся по ферме». Затем он оседлал животное и сел верхом. Они вдвоем поехали по зеленым полям, окруженным горами и лиственными деревьями. Джозеф глубоко вдохнул чистый воздух своей фермы и почувствовал, как глубокий покой наполняет его сердце. Во время скачки фермер заметил группу разноцветных бабочек, летавших кругами. Он указал на них и сказал: «Посмотри, Геркулес, какие замечательные эти маленькие создания, им так же весело, как и нам. Давай покажем им, кто здесь главный». Конь кивнул, словно соглашаясь с Джозефом, и ускорил шаг, направляясь к бабочкам, заставляя их разлетаться во все стороны. Джентльмен ощутил на лице дуновение ветра и ощущение свободы, которое может дать только жизнь в сельской местности. Через некоторое время они вернулись на ферму, где жена Джозефа, Ивона, ждала их со свежим кофе и домашним хлебом. Они сидели на веранде и любовались горным пейзажем, наслаждаясь вкусным завтраком. «Прекрасный день, не правда ли, любимая?» — воскликнула Ивон. «Да, это очень красиво», — ответил пожилой мужчина. Это был простой момент, но полный смысла. Джозеф был благодарен судьбе за то, что может наслаждаться красотой жизни на этой ферме. Он закрыл глаза и еще раз глубоко вздохнул, чувствуя, как чистый воздух проникает в его легкие. «Да, позволь мне приступить к работе», — сказал старик, вставая и усаживаясь на своего верного друга Геркулеса. Джозеф был простым человеком, но очень трудолюбивым. Он жил в этом поместье, сколько себя помнил. Там он разводил лошадей, коров, свиней и несколько коз. Он был известен в округе как бережный и внимательный к своим животным, относившийся к ним с большой любовью и уважением. Пожилой мужчина и его жена также выращивали овощи и фрукты. Они выращивали то, что было необходимо для их собственного пропитания, и иногда продавали лишнее соседям. Но одним из фирменных блюд фермера было производство сыра, который он готовил по рецепту своих родителей. Он использовал коровье молоко для приготовления вкусного и ароматного творога, выдержанного сыра и свежего брынзы, которые очень ценились местными жителями. Джозеф также был известен своим гостеприимством и дружелюбием. Он всегда встречал гостей на своей ферме с улыбкой на лице и чашечкой теплого кофе в сопровождении свежего хлеба и пирожных. Ферма старика была тихим и уютным местом с великолепной растительностью. Он заботился обо всем с большой заботой и любовью, и его собственность была примером того, насколько простая жизнь в сельской местности может быть полезной и приносящей удовлетворение. У него было 4 детей, 2 мальчика и 2 девочки. Младшие из них были еще подростками, им было по 15 лет, и они любили по возможности помогать отцу на ферме. Они были близнецами, мальчика звали Даниэл, а девочку – Габриэлла. Они оба жили в поместье со своими родителями. Старику нравилось проводить с ними время и рассказывать о животных, природе и сельских традициях. Он брал их на конные прогулки по ферме, показывал, как доить коров и ухаживать за телятами, когда они появлялись на свет. Даниэлю и Габриэлле также понравилось участвовать в производстве сыра, и старик был очень рад поделиться с ними секретами этой очень важной в регионе традиции. Вместе они приготовили молоко, добавили закваску и придали сыру форму. Присутствие детей сделало его жизнь еще счастливее и приятнее.
Они выросли в здоровой обстановке, в окружении природы и животных, и научились ценить простоту сельской жизни. У Джозефа была большая и счастливая семья. Помимо близнецов, у него было еще двое взрослых детей, Тереза и Гил, которые уже уехали из дома. Время от времени они приезжали на ферму, привозя с собой внуков Джозефа, радуясь и рассказывая интересные истории о большом городе. Жена Джозефа также постоянно присутствовала на ферме. Она присматривала за домом, готовила еду и помогала мужу во всем, в чем он нуждался. Она была сильной и целеустремленной женщиной, которая восхищалась им за его трудолюбие и страсть к жизни. Эта семья жила в гармонии, абсолютно счастливая, в атмосфере любви и единства на ферме. Однако никто и представить себе не мог, что Вселенная приготовила для них. Однажды Джозеф убирал сено в сарае, когда почувствовал недомогание. Он чувствовал себя немного уставшим, и его тело болело, что было для него необычно. Несмотря на то, что ему было 73 года, этот человек был очень здоровым и сильным. Он был мускулистым и очень подтянутым. Джозеф подумал, что это, возможно, просто грипп, обычное явление в это время года. Но шли дни, и он понял, что болезнь прогрессирует. У него начались трудности с дыханием, он постоянно чувствовал усталость, а по ночам у него была высокая температура. Старик даже пытался продолжать свои повседневные дела на ферме, но вскоре понял, что ему действительно нужен отдых. Айвона очень беспокоилась о его здоровье, но всегда была готова прийти ему на помощь, когда он в этом нуждался. Она укладывала его спать, кормила супами и чаем и очень заботилась о немецком. «О, мой старик, ты поправишься, любимый. Наверное, это просто небольшой грипп. Скоро ты будешь таким же сильным, как всегда», — подбадривала его жена. «Ты не можешь жить без меня, не так ли, жена?» Пошутил все еще слабый муж. Близнецы также беспокоились о здоровье своего отца и предложили помочь ему во всем, в чем он нуждался. Они вдвоем выполняли работу по дому, пока он болел. Джозеф пытался поправиться, но болезнь, казалось, была неумолима. Бедняга провел большую часть дня, лежа с мокрым полотенцем на лбу, борясь с температурой и тяжелым дыханием. «Что со мной происходит?» Он задумался. Однако ситуация стала еще хуже, когда пожилой мужчина начал испытывать сильные боли в груди, а его кашель стал постоянным. Айвон, который не знал, что еще делать, решил вызвать врача, чтобы тот осмотрел его. После того, как врач осмотрел Джозефа, он подтвердил, что у него тяжелая легочная инфекция. Он прописал мужчине некоторые лекарства и посоветовал соблюдать полный покой. Шли дни, а существенных улучшений не наблюдалось. Его жена и дети все больше и больше беспокоились о его здоровье, опасаясь худшего. Но все продолжали заботиться о своем любимом отце и муже с большой любовью и самоотдачей. «Папа, не волнуйся», — сказали близнецы. «Мы присматриваем за фермой вместо вас, хорошо? Мы все делаем правильно». Он гордился ими, но мужественно боролся с болезнью, веря, что скоро поправится и снова будет заниматься делами вместе со своими детьми и женой. У него по-прежнему было много планов относительно недвижимости, и он хотел вернуться к работе как можно скорее. Но у инфекции, похоже, были на него другие планы. Тем временем семья мужчины постоянно находилась рядом с ним, надеясь на его выздоровление. Они не знали, что ждет их в будущем, но были едины и уверены, что вместе смогут преодолеть любые препятствия, которые поставит перед ними жизнь. Однако, к сожалению, однажды утром Джозеф не устоял. Это стало шоком для Ивоны и близнецов, которые плакали не переставая. «Нет, папа, нет!» – закричали бедные дети. «Успокойтесь, дети мои, все будет хорошо», – сказала их мать, пытаясь утешить их, но она тоже была опустошена. К сожалению, после нескольких дней борьбы и интенсивного ухода он скончался, оставив огромную рану в сердцах своей семьи.
Они рассказали об этом другим детям, Терезе и Гилу, которые прибежали навестить своего отца и не могли смириться с трагедией. Все они были опустошены потерей Джозефа, человека, которого они глубоко любили и уважали. Никто не понимал, как болезнь могла так быстро поразить старика, который всегда был сильным и здоровым. Они обнялись и плакали вместе, ища утешения в присутствии друг друга. Но его любимый друг Геркулес, верный конь Джозефа, тоже испытывал ужасную боль в груди, когда уезжал. Казалось, он также сильно скучал по своему хозяину. Бедняга заржал и засуетился, когда заметил отсутствие старика, как будто знал, что на ферме что-то изменилось. На следующий день поместье Джозефа казалось еще более тихим и безлюдным. Природа продолжала цвести, животные занимались своими повседневными делами, но, казалось, все вокруг утратило свою радость. Единственным звуком был шум машин, прибывающих на похороны. Все оставались тихими и неподвижными, как будто их голоса исчезли вместе с ним. На лицах у всех были видны печаль и страдания. Похороны Джозефа состоялись на открытой площадке фермы, рядом с амбаром, откуда открывался великолепный вид на горы и растительность, которую он так любил. Атмосфера была наполнена печалью и тоской, но также уважением и благодарностью к тому человеку, которым он был. Обстановка была уютной и простой, с деревянными стульями и свежими цветами, разбросанными вокруг. Там была вся семья, включая 4 детей старика и его внуков, которые также пришли попрощаться со своим любимым дедушкой. Друзья и соседи выразили свое почтение этому человеку, принеся цветы, свечи и слова поддержки семье. Однако все это время, пока они присматривали за телом Джозефа, верный конь Геркулес казался беспокойным и постоянно ржал, как будто знал, что что-то не так. Его внушительное и элегантное присутствие возле гроба Джозефа, казалось, было символом преданности, которую животные питали к своим хозяевам. Семья решила позволить животному присутствовать на поминках, так как они знали, насколько оно важно для человека. Но, несмотря на всю суматоху и грусть, Геркулес, казалось, был сосредоточен на своем горе. Он ржал и кружил вокруг него, казалось, он снова был счастлив. «Иди сюда, приятель», — подошел конь, и старик обнял его. Итак, семья решила отправить всех гостей по домам, так как им нужно было отвезти старика домой отдохнуть от всей этой суеты. Только благодаря вмешательству Геракла, который не позволил похоронить тело Иосифа, этот человек не был похоронен заживо. Верный конь почувствовал то, чего не чувствовали люди. В тот же день его жена и дети вызвали нескольких врачей, которые осмотрели его после того, как обнаружили его состояние, и были озадачены. Никто не понял, что произошло, но давайте объясним. После множества анализов, которые пришлось пройти бедному старику, чтобы выяснить, почему он воскрес из мертвых, они обнаружили, что у Джозефа было редкое заболевание, называемое синдромом Лазаря, из-за которого человек выглядит мертвым, но на самом деле все еще жив. Это очень редкое заболевание, но во всем мире зарегистрировано несколько случаев. Ему пришлось долго восстанавливаться после инфекции, но вскоре он снова стал таким же сильным, как всегда. Его присутствие на ферме, а также в жизни его семьи и друзей было настоящим благословением. История о его воскрешении быстро распространилась по всему региону, став легендой о силе жизни и преданности животных. Фермер знал, что пережил невероятный опыт и что его жизнь уже никогда не будет прежней. Тем не менее, они были благодарны за предоставленный им второй шанс. Теперь он мог наслаждаться своими детьми, внуками, женой, фермой и особенно дружбой с Гераклом, своим верным конем, который был великим героем его истории.